Вы когда-нибудь находили на улице вещи, потерянные другими людьми? Огромное количество вещей теряется ежедневно во всем мире, начиная от телефона и заканчивая деньгами или кошельками с деньгами. Миллионы предметов остаются без хозяина или приобретают нового хозяина. Был обычный пасмурный день середины осени. Погода намекала на дождь и испорченный вечер. Программа передач ТВ-каналов предвещала скуку. Оставались только кофе и дорамы на ноутбуке. В тишине и одиночестве. Не самый плохой конец рабочей недели. Но сейчас только начало рабочего дня. И до вечера еще пахать и пахать. Ох уж эти мечты. С мыслями о беззаботном проведении вечера пятницы Марина вышла из маршрутки. И чуть не наступила в кучу илистой грязи, оставшейся после вчерашнего непродолжительного дождя. «После дождичка в четверг», — подумала она, и стала чаще опускать взгляд под ноги. Обходя лужи, студентка ускорила шаг, чтобы в очередной раз не опоздать на работу. Снова переведя взгляд под ноги, она заметила в грязи легкое металлическое поблескивание. Это были ключи. Рабочий день проходил нудно и бюрократично. Студентка-менеджер по шею засыпалась бумагами, скопившимися за всю рабочую неделю. Разгребать их было поистине сложно. Пятница нагнетала быстро скручивающимся маятником времени. Оно заканчивалось. Ключики блестели. Лежа на краю стола, они, казалось, все чаще поблескивали в свете ламп. Лампа, как назло, сломалась и создавала впечатление цвета музыки на дискотеке. Только беглого цвета. Ключи были простые. Латунно-желтый оттенок металла, присыпанный пятнами патины, сменялся крепежным кольцом. А далее брелком с игральным кубиком. Крепежное кольцо казалось самодельным, свернутым из проволоки из-под шампанского. Кубик был прозрачный, и цифры выполнены цвета радуги. Не хватало только оранжевого. Рабочий день закончился. Сегодня повезло. Начальник, предвещая выходные, ушел с работы раньше обычного. Стандартный еженедельный отчет никто так и не проверил. За одной хорошей новостью появилась и вторая хорошая новость. Друзья позвонили сразу после работы и предложили провести вечер в одном из клубов. Тусить и отрываться. Предложение было принято незамедлительно. Утром Марина проснулась в своей кровати. Рядом на столе стояла сумочка, по полу разбросаны вещи, и в двери торчали те самые латунно-желтые ключи, найденные ранее. «Хорошо хоть у себя дома», — подумала она. И, сходив в душ, стала спокойно наводить порядок в квартире. Ключей от дома нигде не было. Странно это. Как эти ключи подошли к моей двери? Ведь они точно не были похожи на мои, вновь подумала она, вытаскивая новые ключи из дверного замка. Студентка вышла на кухню и внимательно рассмотрела ключ. Зубчатая часть отличалась от выреза в замочной скважине. Она попробовала вставить ключ снова. Он подошел без усилий. С легкостью повернулся и запер дверь. Затем также легко отворил ее. Марина вышла на кухню, заварила крепкий кофе и, сев за стол, стала вспоминать вчерашний вечер. В голове всплывали эпизоды недавнего приключения. Маршрутка, дом, клуб, дискотека. Цветомузыка всех цветов, кроме оранжевого. Она уставилась на мирно лежавшие перед ней ключи. Взгляд медленно переходил на крепежное кольцо и на игральный кубик. Марина вышла из ступора. Сделав последний глоток уже остывшего кофе, она посмотрела в окно. Вечерело, шумел дождь, стуча по жестяным карнизам. В голове не всплывала музыка. Казалось, дождь заменил ее своим шумом. Дискотека под белый шум? Это вряд ли. Студентка-менеджер пыталась сильнее напрячь свою память, но в голове всплывал лишь шепот. Низкий и тихий шепот, вторивший стуку дождя. Кап, кап, раз, два, три, замок отвори. Кап, кап, 3, 4, 5, придем к тебе опять. Кап, кап, 6, 7, 8, одну тебя не бросим. Кап, кап, 9, 10, веселее вместе. Марина быстрыми шагами прошла к себе в комнату, укуталась в одеяло и закрыла плотнее уши.
в надежде, что шепот прекратит. Но чем сильнее она прижимала одеяло к ушам, тем громче становились голоса в голове. Одни повторяли свою песенку, другие издевались и смеялись над ее испугом. «Ты сама нам открыла, наш ключ — наша квартира», — говорили они. «Я никому не открывала и никого не звала», — кричала она голосам в пустоту. «Наш ключ — наша квартира», — неугомонно повторяли голоса. Шум все нарастал, пока не превратился в гомон. Голоса говорили одновременно и вместе, никто не уступал тишине. Устав бороться, Марина уснула. Во сне ей виделись силуэты, принадлежавшие голосам в голове. То были темные фигуры высоких мужчин с длинными клинками. С лезвий клинков стекала и вязко капала прямо на шею и левое плечо кровь. Маленькие дети в белых в полунакидках звали и спрашивали навзрыд, не видела ли студентка их маму. Где-то по углам комнаты слышны были всхлипы молодых женщин. Сами силуэты не показывались. Видения толкались, перебивали друг друга и толпились над лежавшей на кровати девушкой. Иногда они улыбались пустыми, беззубыми ртами. Задирали прозрачные круги голов вверх, заливая комнату хором из истеричного смеха, гогота и хихиканья. Дождь все шумел за окном. Любой, кто проходил бы под окнами третьего этажа, не заметил ни криков, ни громкого веселья. Только свет лампы странно мелькал под потолком. Кульминацией веселья стал свет, льющийся из-под окна. Силуэты начали замолкать и покорно утекали ввысь за столбом света. Наступало утро. Дверь медленно открылась. В коридор вошла девушка в пальто, в перчатках и алом шерстяном шарфе. Вслед за ней прошли, держась за руку, парень и девушка лет 25. Они улыбались, шутили про снег и холод улицы. В доме было тепло. «А что случилось с предыдущими владельцами?» — улыбаясь, спросила девушка. «Владелицей?» — уточнила риэлтор. «Она уже давно в психушке лежит. Говорят, нервное переутомление, а может и шизофрения. Кто знает, время сейчас тяжелое». В руке у нее поблескивали латунно-желтые ключи с прозрачным игральным кубиком.